Всем доброй ночи, дорогие друзья. Перед вами Харон, паромщик через реку мертвых, Стикс. И говорить с вами мы будем сегодня о загробной жизни. Очень много сказано об этом мною, снято очень много роликов, очень много объяснений. Но поскольку людей новых много, время от времени я обновляю и соединяю несколько тем для того, чтобы более исчерпывающе отвечать на ваши вопросы. Загробная жизнь, жизнь после смерти, мир мертвых. Это можете смотреть у меня на канале для дополнительной информации. Почему так интересует людей загробная жизнь? Наверное, потому что мы все знаем, что это неизбежно. А неизвестность пугает, хочется узнать как можно больше. Для начала, пока я не начала с вами говорить, те люди, которые у меня просили несколько дней назад, из других стран в том числе, напомните о себе сегодня ночью или завтра днем. Я восстановилась, набрала силы и начну вам отвечать. Итак, мир мертвых. Дорогие друзья, для начала, вера в загробную жизнь и в мир мертвых была настолько сильной испокон веков и издревле, что люди готовились к загробной жизни, наверное, всю свою жизнь. Они пытались выкупить себе место там получше, смотря как им позволяла их культура. Они пытались устроиться там получше, они хотели заслужить лучшей участи на том свете. Раздавали здесь различные жертвы, смотря какая культура. В некоторых культурах после смерти мужа жену отправляли следом, хоронили вместе с мужем. Где-то живем, где-то убивали. В некоторых культурах отправляли утварь туда. Например, цыгане Румынии просто целую комнату строят там с телевизором, с кроватью, с обувью, с одеждой они туда ложат. Во времена Первого царства Египта была такая традиция с мертвым отправлять утварь, отправлять коней, отправлять золото, серебро, отправлять слуг, если он был богатый господин, чтобы они там ему служили в услужение. И бедные люди, не имея всего этого, рисовали это, изображали на стенах надгробия для того, чтобы человек потом после своей смерти мог пользоваться всеми теми благами, как они считали, которые отправлялись умершему. Сейчас, одну секунду. Надоедает мне этими. Если я не отвечаю, будьте добры. Не берите вот такую привычку каждые 2 секунды отправлять сообщения друг за другом. Имейте терпение. Я должна освободиться, чтобы зайти вам ответить. Это некрасиво просто. По меньшей мере, это не культурно. Что ждет человека на том свете? Никто еще не вернулся и не рассказал нам, что нас ждет там. Поэтому мы можем сделать только выводы, исходя из опыта поколений. Здравствуйте, Камила. Исходя из того, что мы
слышали от наших предков, что мы читали, изучали, исходя из того, кто был между жизнью и смертью, что видел. Я была между жизнью и смертью несколько раз и могу из своего опыта вам рассказать. И самое интересное, что опыт вот этого тоннеля, по которой улетают, это рассказывается во многих местах, и врачи наблюдали, даже целые книги посвятили этому, в которых ясно и четко показывалось, отслеживался критерий одинаковых полетов по тоннелю, когда улетает душа по этому тоннелю, и доброй ночи. И впереди яркий, прямо жгучий такой свет, который слепит глаза. Могу рассказать по своему опыту. Ощущение такое, как будто тебя вытянули за уши, и чувство, что потолок падает на тебя. На самом деле это не потолок падает, а ты поднимаешься к потолку. Я испытала, скажем так, дыхание смерти несколько раз в своей жизни. И в моей жизни играет особую роль цифра 3. В 3 месяца заболела лейкемией, в 3 года чуть не попала под колеса машины. В 13 лет я болела воспалением легких и почти что умирала. В 23 года во время родов чуть не умерла, попала в кому. Значит, 33 года мне сделали операцию, тоже смертельный такой была опасность, да. И вот 3, уже каждый мой возраст, там, где тройка, у меня обязательно что-то случалось, что-то у меня брали, что-то мне приходилось пройти. Это как некая такая трансформация. Поэтому я могу рассказать свои ощущения. Первый раз, когда я себя помню, когда я уходила в мир иной, это было в 13 лет. Была весна, я очень жутко болела, очень сильно простыла. И всю ночь бредила, говорили, что я там пела песни, говорила какие-то стихи, рассказывала и прочее, прочее. И мне сделали там укол. В общем, утром я проснулась, вроде более-менее нормально. Но врачи сказали, что надо следить за моим состоянием, потому что это состояние имеет такую особенность возвращаться. Одним словом, все ушли на работу. Ну, как бы в селе никто без работы не сидит, особенно ранней весной. Все ушли, и меня оставили дома. Одну укрыли, я спала. Я проснулась от такого ощущения, что вокруг вот комната наполнилась шепотом. Такое было ощущение, что очень много теней летает вокруг. Я не могу вам сказать точно, что я вот именно их видела, что это были лица. Это будет неправда. Это были тени. Это были непонятные тени такие, знаете, как, ну вот как дым сигарет. Я подумала, что папа мой вернулся и курит, но обычно он там не курил, ну как-то мне ощущение было, потому что я не могла себе объяснить, у меня в глазах двоилось. И я видела вот эти все тени, которые пробегали, и очень много шумов. Вот они говорили неким таким шепотом, вот знаете, я сейчас воспроизведу примерно такой, как будто, ну, в общем, у меня уши как-то, знаете, под водой, как в самолете, я не знаю, но в самолете не до такой степени, как что-то такое, шепот, звуки такие непонятные, глухие, которые перемешались. Я посмотрела наверх и увидела, что потолок прям резко падает на меня. А сейчас я могу сделать вывод, что это не потолок падал на меня, что это я поднималась к потолку. И у меня было такое ощущение, что я плаваю, как в аквариуме. Я увидела две фигуры рядом. Они на меня смотрели. Они просто смотрели на меня. И эти фигуры были безликие. То есть сказать там в капюшоне, не могу вам точно сказать. Я помню вот просто две безликие такие силуэты человека, темные, серые, вот прозрачного типа, которые на меня смотрели. И один из них другому задал вопрос. Заберем?
Самсон. Вот он сказал. Вот это я про стражника Самсона рассказывала вам. Можете открыть, посмотреть. В моих хрониках есть. Вообще набрать «Мой стражник Самсон. Ведьмина изба». Я там рассказываю, что это за дух, и когда я поняла, когда я узнала эту силу, и почему она мне как бы всю жизнь сопровождает. И вот на заданный вопрос был такой ответ: нет, госпожа или хозяйка, в общем, что-то в этом роде, сказала, что не время, нужно ждать. И я помню, что я резко просто отключилась, больше я ничего не помню. Меня били по щекам, там растирали виски и сказали, что зашли домой, увидели, что я, значит, полуоткрытыми глазами лежу. Я чуть не умерла. Вот это был первый опыт встречи со смертью, который я помню. Потому что до этого встреча со смертью произошла, когда мне было 3 месяца. Я это, естественно, помнить не буду, но мои рассказывали, что у меня все вены просто искололи, уже не осталось места абсолютно, и уже вены головы в ход пошли. У меня до сих пор э, вы не заметили, что тема совсем иная, и что нужно иметь воспитание и не лезть сюда со своими вопросами, которые пока еще не к месту. Мне до сих пор есть шрам вот между волосами, который осталось еще с того времени, надрез, через который мне находили вену и ставили систему прямо в голову, потому что у меня было малокровие, это еще называют лейкемия, рак крови. У меня это было в 3 месяца, дорогие друзья. Я, очень мало знаю случаев, по крайней мере, медицина практически не знает случаев, когда ребенок в 3 месяца от рака крови излечивается. Не знаю. Но меня, когда отвезли в больницу, я лечилась в Ереване, сказали, что врачи, когда увидели мое состояние, они сказали, что, зря привезли, собственно, мучить ребенка, но мы прокапаем, постараемся спасти, сделаем все, что возможно. Но в таком возрасте от лейкемии никто не спасался. И мой отец вернулся домой, чтобы заказать мне гроб, потому что мне было 3 месяца. Специально таких гробов для маленьких детей обычно не бывает. И когда вот он приехал, собрали деньги родственники, как подготовили, в общем, это все. И они уже ждали со дня на день, что меня привезут. И моя мама сказала, что ночью проснулся от того, что что-то услышала, какой-то шум, увидела возле моей кроватки тени людей. И она вскрикнула. Ей показалось, что это врачи пришли меня забирать, что я умерла. И она вскрикнула, подбежала к кровати, и это все исчезло. И на утро я просто уже постепенно пошла на оздоровление. Я выздоровела. И у меня бабушка моя рассказывала, все время плакала, что вот когда подвезли машину к воротам, когда подъехали, мы думали, что тебя уже нет. Вот вышли, и оказалось, что я живая. Тогда еще не было средств связи, тогда, если помните, давали переговоры, да, ждали несколько дней, чтобы там с другой страной говорить. Поэтому, поскольку я родилась в Грузии, а лечили меня в Ереване, но таких возможностей не было связаться и тут же сказать, что я жива в селе. И вот меня привезли, я выжила. У меня мой двоюродный брат шутил, говорил: сколько раз смерть обходит тебя стороной, видимо, у Бога на тебя большие планы. Ну, знаете, когда ты часто сталкиваешься со смертью, со временем ты к ней привыкаешь, дружишь с ней и перестаешь ее бояться. Третий у меня опыт со смертью был, значит, 23 года, когда я родила, и во время родов у меня было осложнение, мне сделали кесарево сечение, и я пала в кому. И я помню, что я резко улетела, просто такое было ощущение, что меня за уши подняли, и я просто куда-то улетела, не поняв какую-то невесомость. И я увидела свою прабабушку, мамину бабушку, причем так интересно. И она мне рукой, знаете, так, я увидела ее помолодевшую в таких национальных каких-то одеждах.
она мне рукой несколько раз, в общем, как бы показала, мол, иди отсюда. Она меня выгнала. И я помню, что я стояла, огромное количество людей шли, вот такая была как тропа, сероватый, вот серый, хмурый день. Вы знаете, дождливые дни бывают, вот нет солнца. Хмурый день такой, сероватый. И идут огромная толпа людей всех национальностей, всех мастей. Я бы даже сказала, многие поколения, потому что одежда вот разных эпох людей, там с коронами, то патриархи были там люди именно восточного типа, да, с восточными одеждами, челма на голове. И они все шли. И все, я стояла как бы между вот этими людьми, и один старик такой буркнул, что, мол, что стоишь, мешаешь. И проходили они сквозь меня. Я поняла, что они проходят через меня. Вот этот вот момент. И он сказал, что ты тут стоишь, мешаешь. Я говорю, жду. Он говорит, а чего ты ждешь? Тебе не сюда. Я потом увидела качели, я увидела дерево моего детства, где мы катались. Это качели нам смастерил мой дед. И я увидела дерево, я увидела девочку. Она прям кричала и каталась на этом туда и обратно. И когда я приглянулась как бы более так, скажем так, внимательно, я поняла, что эта девочка – это я. То есть вот эта вся картина, когда говорят «вся жизнь перед глазами», это правда. Потому что были моменты моей жизни. Я увидела наш дом, я увидела наш дом сверху, с крыши дома. Я даже удивилась, что я вижу ее с крыши, потому что, естественно, в детстве я никогда на крышу не поднималась, никто бы меня не пустил, и незачем это было делать. И я сверху с этой вот как бы черепицы, да, увидела низ дома, реку увидела, каких-то людей, люди, которые не разговаривали, но я их понимала. Ну вот, в общем, такое странное ощущение. И через некоторое время я увидела маму свою, я увидела, что она делает дома. Когда я дома это потом сказала, что они делали и как, они обомлели, потому что, ну, собственно, я увидела всю эту сцену. Значит, я была там, я вышла из себя и была там. И меня вернули к жизни. В 33 года у меня была сложная операция, и говорили, что очень может быть и летальный исход, может быть, потому что с моей болезнью это была вероятность как бы такая. Но вот в 33 года таких ярких впечатлений у меня не было. Я просто провалилась в некое такое бессознательное состояние, увидела темный такой как закрытый, вот, знаете, в этом, в комнате темнота и дыхания не хватает, воздуха. Я никого не видела, ничего не видела, я слышала только голоса, разговоры. И эти голоса не были там какие-то страшные, мучительные. Я бы не сказала, что я боялась, мне скорее было интересно, любопытно, что это такое. Но я вернулась к жизни. Что объединяет все эти моменты смерти, между смертью и жизнью, объединяет следующие вещи. Нет страха абсолютно, ощущение легкости, тебе спокойно, ты ничего не боишься, нету чувства, куда я попала, что со мной будет, что мне делать. Растерянность есть, непонятие есть, что происходит. Но сказать, что есть страх, нету. Абсолютно отрезает тебя от мира, ты ничего не видишь, потому что ты уходишь отсюда. То есть нет такого ощущения, чтобы вот ты стоишь, знаете, смотришь, наблюдаешь, все такое. Это в фильмах показывают красиво. На самом деле это не совсем так, это немножко по-другому. Врачи это объясняют кислородным голоданием, мол, ну вот когда мозг начинает умирать, кислородные голодания показывают различные галлюцинации. Но галлюцинации не могут совпасть с реальностью, согласитесь? Человек не может за много километров видеть свой дом, своих родителей и прочее, прочее. И многие люди, которые побывали за гранью, вот уже за гранью жизни и смерти, они рассказывают одинаковые вещи. И самое главное, что я хочу вам сказать, не хочется возвращаться обратно. Ужасно не хочется. Жизнь для нас здесь – это ад, это каторга. Жизнь для души – это каторга.
она несет эту жизнь, ну, очень с большим нежеланием. И стремится все время уходить туда, домой. Потому что там очень много родных душ. Я говорю еще раз, не было абсолютно страха. Хотя эти все тени, голоса, эти изображения мне были незнакомы, но было ощущение, что я их знаю, что я где-то их видела, что это все мои, понимаете? Вот жуткое нежелание вернуться. Возвращается человек только потому, что здесь родители, потому что здесь любимый человек может быть, потому что здесь может быть ну, ребенок. То есть возвращается по необходимости. Но сказать, что душа ужасно боится смерти, не хочет уйти и не хочет уходить отсюда, пока не задаем вопрос. Это неправда. Душа сразу же отделяется, у тебя ну, жутко это, может, слово не подходит, ужасная легкость и нежелание вернуться. Поэтому, во-первых, что хочу вам сказать, смерти не бойтесь. Любой человек, который вернулся, например, к жизни, да, после комы, после реанимации, например, там попал в аварию, резко шел, а сзади кто-то ударил, ну, попал в аварию. Он даже не помнит о том, что было. Они не помнят абсолютно. Люди просыпаются и говорят, вы знаете, я не знаю, как свет выключили. И вот как-то я бродила где-то. Я как-то, по-моему, я дарила практикам, практикующим людям ритуал вернуть человека с комы. Кома – это когда душа виснет между жизнью и смертью, то есть между мирами. И смотря что одолеет, вот что он предпочтет, уйдет. Почему говорят, когда люди в коме лежат, почему говорят, не оставляйте людей, не оставляйте надежду, говорите с ними, возьмите за руку, значит, объясните, позовите этого человека, скажите, что вы его любите, чтобы он не уходил. Они все видят и все понимают. В этот момент, когда вы говорите с человеком, который в коме, очень может быть, что этот человек с вами рядом стоит, это все слушает. Понимаете? И поэтому, когда вы говорите с этим человеком, этот человек по большей вероятности вернется. Когда мы говорим, энергия любви возвращает людей обратно, это и есть энергия любви. Нужность в этом мире только может вернуть. Потому что, хочу вам сказать еще раз, душа ужасно не хочет вернуться назад. Дорогие друзья, что я еще хочу сказать? Врачи, которые бывали несколько раз за гранью жизни и смерти, у врачей есть такая, вообще у американских врачей, вот, да, вот видишь, Илона, вот именно так. У американских врачей есть такая традиция, они делают татуаж, татуировку на груди, где написано «не откачивать». Ну, то есть у них как-то по-другому это так называется на врачебном языке, не возвращать к жизни. Они считают, что если человека вернуть к жизни, его жизнь становится невыносимой и очень тяжелой, потому что он должен был уйти, а его как бы насильно вернули. И второй момент, есть необратимые процессы мозга. Когда человек возвращается обратно, вот это слово, когда вы говорите любой ценой, пускай остается живым, это очень ошибочно. Может быть, для родных, близких это звучит, конечно, не очень правильно, да? Любой ценой. Пусть любой ценой вернется. Любой ценой не надо, дорогие друзья, потому что жизнь должна иметь качество. Любой ценой это будет овощ лежачий. Просто лежачий овощ, который глазами показывает, рот не может открыть, которого кормят через зонт и так далее. Я думаю, что да, вот так и пишут. Я думаю, что любой ценой это высказывание очень неправильно. Не нужно жить любой ценой. Надо жить, ощущая и чувствуя качество жизни. Согласны? Если жизни нет качества, эта жизнь не имеет никакой ценности. То есть она абсолютно бесполезна. Следующий момент. Уход. Значит, что происходит при уходе человека?
Если кто-нибудь видел, как уходят люди, я видела много раз, потому что я работала в хосписе одно время. Я работала там на общественных началах, абсолютно бесплатно. Я работала в хосписе. Я в этой жизни прошла все, наверное, для того, чтобы понять всех и вся. Я, держа за руку, прощалась с людьми, отправляя их в последний путь. И я уже говорила о том, что я и ногти им стригла, и мыла, и расчесывала, и все такое. Мне когда спрашивали, нет ли у меня, ну, отвращения к этим, ну, неприятно же все-таки, да. Я говорю, знаете, я не знаю, какая я буду в старости. Наше тело, к сожалению, нам не подчиняется, наше тело, оно не зависит от нас. И в любой момент у любого человека может тело отказать. И уже ты ничего не поделаешь с этим телом, да, оно практически не твое, будет лежать мертвым грузом. И кто-то же тебе тоже должен помочь в этой ситуации. Так вот, я видела, как уходят люди. Сначала начинается дыхание. Я сейчас почему говорю? Я говорю именно загробную жизнь. О полете души и так далее. У меня есть очень много лекций. Возьмите, откройте. Есть такая лекция «Роковая любовь». Там объясняется, почему люди и в той жизни, и в этой любят друг друга. Значит, что происходит? Сначала начинает дергать ноги. Человек в сознании, он понимает все, он осознает, но в какой-то момент ты чувствуешь, что у человека взгляд становится абсолютно отреченный. Ну вот абсолютно смотрит в одну точку, не понимая ни о чем. Заостряются черты лица. Человек становится пергаментно-желтый. Значит, острые черты лица, он становится пергаментно-желтый. Начинается сначала дыхание, знаете, живота, живот дышит, то есть поднимается, приподнимается. Потом начинается дыхание груди. И ты понимаешь, душа ищет выхода, она выходит. Она постепенно начинает выходить. Потом начинается очень сильное дыхание, просто порывистое дыхание, хриплое аж груди. Ну, если вы хотите попасть в ад, идите прыгайте со скалы. Идиот. Стеклянный, да, взгляд абсолютно не причастный. И потом начинает пульсировать просто лицо. И вот это вот, как выплевывание, фу, фу. Это длится примерно, ну, агония это называется, предсмертная агония. Это может длиться несколько минут и несколько часов. Кто как умрет. Значит, начинает вот это уже выдох воздуха, начинается вдох-выдох воздуха, и потом резко так вот, знаете, и все. И ты чувствуешь, что вокруг вот какое-то ощущение, состояние. Бывает, что иногда умирающий, например, перед глазами что-то смотрит, рукой показывает и говорит, подожди меня, или с кем-то разговаривает, ты уже, как вам сказать, ты уже не понимаешь, что он там говорит сам. Нам кажется, что сам собой, но смотрит человек в одну точку и с кем-то беседует. Так говорил мой дед. С кем-то говорил, и, значит, со всеми своими ушедшими друзьями. Подождите меня, куда вы, что вы там достали меня, сейчас иду и так далее. Вот разговор. Он уже видит потусторонний мир, и в отличие нас, людей, ему этот мир показывает. Никогда никто не задумывался, почему безумный человек видит потусторонний мир. Нам кажется, что у него с головой непорядок, но хочу вам сказать, что голова тут ни при чем. Просто человек, который безумен, он не воспринимается всерьез. И безумному человеку потусторонний мир раскрывает свои тайны. Раскрывает потусторонний мир свои тайны детям, которые не могут разговаривать. То есть маленькие детки, они тоже видят. Если кто-нибудь видел, как ребенок тянет руки, гугукает, с кем-то разговаривает, у нас говорят, со своим ангелом играется. Вот. Он что-то говорит, что-то там болтает. Потом, когда он уже может объяснить, эта способность уходит. Почему так происходит? Потому что потусторонний мир очень ревностно скрывает от людей свои тайны. И показывает только тогда, когда человек не может их передать.
Понимаете? Значит, когда еще видит человек потусторонний мир? То есть животные видят дома потусторонний мир. Они видят движение некоторых сущностей, да? Э, и почему животным показывают? Потому что животные тоже не могут рассказать. Они тоже, у них нет языка, чтобы мы поняли. Вот безумцам, детям, которые еще не развиты, животным, все это показывается им, потому что они не смогут ничего рассказать. То есть, значит, это все тайна, значит, это видеть нельзя. И последний, кому показывается, умирающему человеку. Как-нибудь наберите последние слова знаменитых людей, и вы увидите столько интересных слов. Например, Салтыков-Щедрин перед смертью так посмотрел резко на одну точку и громко сказал: «Это ты, дура?» Вот, и испустил дух. То есть, потому что умирающий человек уже не в состоянии ничего рассказывать и не может рассказать. Да, я уж не знаю, кого он там увидел, но он так сказал. И ушел. Так и не поняли, дура это кто был. Что происходит после смерти? Именно сразу переход. Почему я говорю, что мы не можем прямо сразу сказать, вот, то есть с уверенностью, что вот было вот так или иначе. Почему? Потому что мы не вернулись оттуда, чтобы прям со всей вероятностью это говорить, да. Когда мы читаем некоторые книги, где вот с такой уверенностью рассказано о том, что вот было, вот так бывает, потом вот то бывает. Ну, мне смешно, потому что как ты можешь рассказать о том, чего знать не знаешь? Ну, по крупицам что-то собрал, ну это не говорит, что ты знаешь потусторонний мир, не открывает потусторонний мир завесу тайны. Дорогие друзья, у нас у всех шторы на глазах. Если если бы мы могли видеть тех, кто рядом с нами, мы бы сошли с ума. Потому что там, здравствуйте, потому что там столько разнообразных сущностей, что наша психика не выдержала бы. Это, может быть, они перед нами проходят, уходят, но наша психика не выдержала бы этого. Ну, например, в исламе, да, говорят, вот когда человек сидит и резко ему становится плохо, холодно, говорят, это то ли духи, то ли джинны, то ли мертвые тебя ласкают, то есть обнимают тебя. И в таких случаях есть определенные суры из Корана, которые, да, которые читаются для того, чтобы они отпустили. Давайте сейчас скажу вам переход в потусторонний мир в каждой религии, как трактуется. Значит, первое, в буддизме переход в потусторонний мир сказано, что приходит тот, который нам, да, они нас видят. Значит, приходит тот, который нам близок. Здравствуйте. Который нам привычнее, мы его знаем. И нет, он не может вернуться в другом теле. Это нереально, это невозможно. Он один раз рождается и уходит. То есть по вере вашей воздастся, это как раз к этому относится. Это говорит о том, что если человек христианин, то он увидит Христа. Да? Если человек мусульманин, может быть, он увидит пророка или ангелов, которые описываются в Коране. Если человек иной веры, он увидит другого. Почему они так приходят, эти проводники душ в мир теней? Потому что нам, каждому из нас, по-своему удобно, то есть чего мы не побоимся, к нам приходит в тех образах, которые для нас привычны, для нашей психики. Поэтому многие люди, которые спасаются, возвращаются после смерти, они говорят, здравствуйте, они говорят, например, вот я видел Христа или я видел пророка. Не удивляйтесь, что многие люди после спасения от смерти, например, резко
становятся религиозными, верующими, даже такие атеисты, потому что потусторонний мир является в обличиях, является в обличиях персонажей их религии, ну, если так грубо сказать, то есть в обличиях их святынь. И поэтому человек, который вернулся с того света, всем говорит: верьте, например, да, существует мир, вот есть пророк, нужно нам быть набожны, нужно то, это. Я знаю человека, который пережил аварию, друг погиб, он пережил аварию, и он после этого соблюдал все посты, читал Коран, он говорил, что ему там все это сказали, показали, разговаривали. Он ни секунды не сомневается, что есть там мир, и он это так видел, чувствовал. Но почему именно вот так пришли к нему? Потому что он мусульманин, его психике удобнее, и он как бы воспринимает более реалистично его, свою веру. А я знаю, что, например, христиане, да, после, да, клинической смерти, после комы, после вот между жизнью и смертью тоже видят такие видения, потом возвращаются, начинают пускаться в паломничество, чтобы там храмам дают, значит, дары и подарки. То есть они тоже видят потусторонний мир, но в христианском понимании. Значит, есть ли мертвые, слышат ли нас мертвые на кладбище? Причем здесь религия определенная или нет? Ну, хватит уже задавать тупые вопросы. Я говорю о том, что изначально человек как расположен, то и видит. Если ты язычница, ты увидишь языческих богов. Что здесь непонятного? Слушают ли нас мертвые? В христианстве сказано, что на кладбище мертвых нет. Они уходят, и они уходят в определенные миры, где их будут судить, либо они будут в аду, в раю по христианской доктрине, да, и поэтому они нас не слышат. В исламе сказано, что если вы идете на кладбище, мертвые вас приветствуют. Они вас слышат, они видят, они гордятся вашими поступками, и каждый хороший поступок дает определенную энергию вашим предкам, которые ушли. В принципе, я тоже об этом говорила, если помните, что каждый человек, который уходит с этого мира, это древнее, очень древнее поверье, не имеет ничего общего даже с религиями, что человек, который приходит в этот мир, подсознательно хочет стать знаменитым и известным. Каждый из нас в детстве спроси, кем ты хочешь стать. Никто не говорит уборщицей или там механиком. Каждый говорит: хочу стать Гагарином, летчиком, хочу певицей стать, актрисой. То есть внутри человека заложено, чем больше людей тебя будут знать, тем больше вероятности того, что ты чего? Тем больше вероятности того, что после твоей смерти тебя будут вспоминать постоянно и отдавать определенную дань памяти, то есть какую-то часть энергии тебе. Если человек не переносит кладбище, это очень хорошо. Если человеку нравится кладбище, это плохо. Потому что это говорит о том, что у человека, во-первых, несчастная судьба, во-вторых, он не защищен от мира мертвых и мира духов. Люди, которые любят бродить по кладбищам, они на свою голову навлекают очень много бедствий. Нельзя просто так ходить там, потому что кладбище – это мир мертвых, это иной мир с иными законами. Понимаете? И когда человек ходит без особой причины по кладбищу, это чревато для него. Они будут сниться, они будут приходить. У меня была знакомая, которая все время бродила по кладбищам. Я один раз сказала ей, она говорит: я набираюсь энергии. Я говорю: я не знаю, какой ты энергии набираешься, но там лежат те, кто ушел не от хорошей жизни. Кого-то убили, кому-то сделали, у кого-то что-то еще случилось. Значит, вообще никогда нельзя просто так ходить туда. Через некоторые кладбища сейчас открыли дорогу, и люди ходят прям на работу и обратно через кладбище. Это дикость, этого нельзя. Нельзя нарушать границы мертвого мира без особой надобности. Есть определенные дни. Или вы ухаживаете, например, за могилой, или вы идете к родным, близким, да.
Это другой вопрос. Так вот, загробный мир есть загробный мир. Куда дальше или ближе, это загробный мир. Это значит мир, который после гроба начинается, после смерти. И вот она бродила по кладбищу и как бы так игнорировала мои предупреждения. И один раз она мне звонит, такая вся взъерошенная, напуганная. Я говорю, что случилось? Она мне говорит, ты представляешь, я уже подхожу и сзади, значит, шаги слышу. Уже подхожу, говорит, к воротам уходите, сзади слышу шаги. И я повернулась, никого нет. Снова иду, снова шаги за мной. И так, говорит, до самого вот этого, этих ворот. И я, когда уже сделала шаг, чтобы выйти с ворот, меня толкнули в спину. То есть ей что сказали? Пошла вон отсюда, хватит тут ходить, ты мешаешь нам. Потому что присутствие ненужных людей, присутствие ваше просто так на кладбище, для них тяжело. Они не хотят, чтобы вы, скажем так, да, я слышала в этих разговорах о том, что на кладбище им какие-то духи встречали и так далее. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что вот эти все форумы, в которых рассказывают одна история прекраснее другой, о том, как Гекату они увидели, значит, в этом. Про церковь можете посмотреть, у меня есть там отвечать. Значит, они увидели Гекату, они увидели мир мертвых, они увидели духов, еще кого-нибудь, все они там кружились вокруг них, пели песни и чай пили с ними. Это все, как вам сказать, это все неправда, это все плод фантазии, либо там сидят люди с шизофреническим уклоном, либо просто дурят людей, ну, или одно, или другое. Но чтобы кто-либо там действительно видел божества, это нереально, это смешно. Я столько лет знаю мир потусторонний, и я с ними сталкиваюсь редко, и не хотелось бы часто сталкиваться, потому что это очень непростое дело, это страшно. Потусторонний мир у тебя забирает огромную энергию. Это даже не игры разума, это игры аферизмов. Тут разум ни при чем. Разум это трезвомыслие, это адекватность. Там разумом и не пахнет. Значит, следующий момент. Что происходит с душой? Душа уходит 9 дней. Вот эти все 9 дней, да, 40 дней, год, годовщина смерти и так далее. Это не просто так помнят, это не просто так отмечают. Это все пришло еще с древних времен, еще до религиозных времен, это еще с архаических времен, с языческих времен пришло. Вот подобного типа традиция. Во-первых, значит, 9 дней душа не отходит. Душа, о чем вы сейчас спрашиваете, я не поняла. 9 дней душа не отходит от тела. Пытается вернуться назад, если ушло насильно. Если ушло насильно душа, то она пытается вернуться назад. Если убили, если попал в аварию, если сгорел или что-нибудь еще, он пытается вернуться обратно. Он в недоумении, куда он попал, почему он не может ни до кого достучаться, почему он с кем-то разговаривает, его не слышат и так далее. В течение 9 дней проводник, дух, объясняет ему, что он уже ушел, что он уже не в мире живых. Через 9 дней он начинает просить прощения у всех и прощать. Он начинает являться людям, он прощается. Именно поэтому 40 дней нужно завешивать зеркала, если там лежало тело человека в комнате. Считается, что его душа будет находиться в этом помещении, и поэтому он может заблудиться в зазеркальном мире, в зеркалах. Чтобы он не мучился, нашел дорогу быстро, ушел, значит, завешивают зеркала. Теперь скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь, были ли у вас в жизни случаи, когда вы в зеркале вместо себя увидели другого человека? Или вечером, или днем подошли к зеркалу, у вас было ощущение, что вы только что кого-то увидели, но не себя. И через несколько дней вы узнаете, что умер там какой-то знакомый,
вот как раз его вы и увидели. Или сосед кто-то помер, а вы не знали и так далее. Бывали случаи, когда человек, живущий абсолютно в одиночестве, умирал в квартире, и соседи не могли знать. Не могли знать. Были, такие случаи были у людей. Никто не помер от страха. Были, они думали, что им показалось. А потом узнавали, что они увидели кого-то в зеркале. Так вот, соседи, значит, могли не знать, что человек там помер, поскольку человек жил в одиночестве, как отшельник. И ночью они просыпаются от того, что по всем дверям кто-то стучит. И вот настораживается, подходит к дверям, видит, что двери открыты. Видимо, он открыл специально двери. Заходит, человек умер. Такую историю тоже рассказывали и не раз. Что резкий, или она приходит к соседям и говорит, что я умерла. Понимаете? И люди настораживаются, идут, смотрят. Душа заботится о теле, о том, чтобы его похоронили. Почему? Потому что пока душа, то есть пока тело не истлело, душа находится рядом с телом. Вот почему мощи хранить нехорошо. Вот почему нельзя, скажем, человека мумифицировать. Вот уже сколько лет мы говорим, здравствуйте, говорим, уже устали говорить о том, что, значит, Ленина хоронить надо. Потому что его душа, вот это агрессивный его дух, держит Россию вот в таком состоянии уже столько лет после революции. Хоронить его надо давным-давно, чтобы он успокоился, и тогда будут очень большие перемены в России, поверьте мне. Но никто этого не делает, как заколдованные положили вот это вот, и ходят, и смотрят, и любуются, я не знаю, трупом. Теперь 40 дней, значит, он прощается со всеми, 40 дней, и после 40 дней он уходит и становится возле своей могилы. Именно поэтому, потому что он возле своей могилы стоит 40 дней, скажем, ведьмы, колдуны и так далее, именно возле свежих могил делают порчи. Почему? Потому что эта душа активна. Вот эта душа, она хочет определенную, как вам сказать, определенную энергию. И вот эту душу ты можешь отправить, направить на кого хочешь, если у тебя есть позволение, дозволение, разрешение просить у душ, да, повелевать этими душами. Эти души для тебя все сделают. И вот это вот как вам сказать, еще не почившая душа, которая находится над своей могилой, целый год он будет там, пока его тело не истлеет и не превратится в прах. Он так и будет там стоять. Через год он уходит. Он уходит, он начинает подниматься по пластам вверх, вверх, вверх. Ой, пошел ты вон со своим Евангелием. Иди ты нахер отсюда. Терпеть не могу этих религиозных баранов. Да, если вы хотите человека освободить сразу, его душу, если хотите освободить сразу, я вам объясню почему. Сейчас мы едим такую химию, что вот несколько раз было такие были моменты, что нужна была эксгумация тела человека, эксгумация, и когда вытаскивали, открывали, видели, что тело полностью в сохранности. Потому что мы такое едим, что мы мумифицируемся после смерти. И самый лучший вариант освободить душу, чтобы душу человека никто не мог поработить, никто не мог использовать для своих работ в магии и прочее, прочее. Самое лучшее это кремировать. Я своему сыну сказала, чтобы меня обязательно кремировали, потому что это освобождение души сразу же. Дорогие друзья, почему так делали в древние времена? Освобождали душу человека.
очищали огнем и освобождали. То есть его уже нет. Человек превращался в некую такую чистую материю, которая уходила сразу и освобождалась от оков. Потому что если душа лежит на кладбище, тело, душа его там целый год. И очень может быть, что пока оно не разложилось, пройдут несколько лет. И так получится, что эта душа будет там стоять между миром живых и мертвых. Эту душу легче всего взять и использовать в магии. Она придет, и она будет делать все, что скажешь. Но, понимаете как? Но когда ты кремируешь, ты освобождаешь душу любимого, близкого человека от всех этих магических манипуляций. Освобождаешь. Потому что она сразу уходит туда. Она сразу уходит туда свободно, она сразу проходит вот это чистилище, она сразу проходит это судилище и поднимается по этим пластам вверх. Теперь, где находятся люди? Что значит ад, рай? Я вам объясняла, что ад – это древнееврейское слово «гадес». Мы говорим «гад», да, мусор. Гадес – это огромный мусорник, огромные такие мусорная свалка, которая была возле Иерусалима. И раз в году эту мусорную свалку сжигали. Это называлось гиена, огонь. А потом деформировалось это понятие, начали говорить гиена огненная, огонь огненный, не знаю, как он. В общем, чтобы понятнее было, вот так и сказали. Так вот, трупы казненных преступников не разрешалось хоронить. Их должны были кинуть туда, в мусорку, потому что считалось, что если они не похоронены, то их душа будет после смерти мучиться. И если человек совершил очень страшные преступления, то после смерти он тоже должен был ответить согласно религии. Так вот, когда человеку, например, говорили проклятие, ему говорили, чтобы ты там мучился в аду, в гиене огненном, или желали ада, Кадеса, то есть чтобы ты был неприкаянный, чтобы ты не нашел покоя и так далее, и так далее. Вот отсюда, хочу вам сказать, отсюда это понятие огонь, гиена и так далее. Что на самом деле есть ад? Ад – это когда душа не может уйти и успокоиться. Если вы знаете, например, на вашей памяти, вот тот же председатель колхоза, может быть, нечестный человек, который притеснял сирот, там, бедных, одиноких женщин там, и так далее. Прокурор, какой-нибудь человек, который недостойно прожил свою жизнь и очень много сгубил невинных жизней, после смерти ему не позволяют уходить на покой. Он остается на этой земле столько, пока не увидит своими глазами, как его род вырождается, как его дети, внуки от пьянства, от всего остального начинают помирать. Спасибо. То есть он остается на земле столько, пока не увидит наказание всего рода. И самое страшное для этой души, что он не может абсолютно не подсказать им, не помочь им, не объяснить им, как сделать, как себя спасти. И он остается, он может остаться 100 лет здесь, он может остаться больше. Душа, которая висит между мирами, не находит покой, эта душа страдает. Объясню, почему страдает. Потому что для него нахождение в этом мире, ну, равносильно физическим страданиям, мукам. Когда фотографируются там люди, да, иногда выходит в объектив, попадает вот это вот определенные сущности. А почему в объектив попадает? Потому что глаз человека не способен видеть их, а искусственный глаз, он может их уловить. Никак не отношусь. Я считаю, что это все аферизм и мошенничество. Духи не говорят с нами через телефоны и так далее. Белый шум и прочее имеет место быть, но там непонятно что и как. Привет, Ольга. Значит, когда попадается в объектив определенная сущность, то всегда у этой сущности гримаса страданий, если вы замечали. Это говорит о том,
что душе абсолютно некомфортно находиться в этом мире. Он страдает. И все те духи, которые вокруг вас, и призраки, как правило, ну, если это призраки человека, как правило, это страдающие призраки. Это те, которые нужна энергия. Поэтому и говорю, что вот эта ходьба по старинным склепам, домам и так далее, это очень плохое занятие, и это очень глупое занятие, которое для таких людей закончится очень плохо. Им нужна энергия, они высасывают энергию человека. Если они прилипли, человек начнет болеть, хилеть. В конце концов, жизненная сила начнет уходить, и он умрет. Понимаете? Так вот, дальше. А, Первый вариант ада, который вам интересен, да, был, я рассказала. Второй вариант рай. Что такое рай? Душа должна подниматься вверх по ступенькам. Душа поднимается вверх по этим, скажем, ступеням, по этим... я уже сказала про это, перемотайте, посмотрите снова. 100 раз не хочу повторять одно и то же. По пластам поднимается душа человека, и чем больше у него было благих деяний, чем больше хорошего про него сказано, тем больше энергии он туда набирается и поднимается. И вот когда мы, например, мероприятие там в память о Чайковском, мероприятие памяти о ком-то еще, мы даем этим ушедшим душам энергию. Поэтому и говорят, что есть люди, которые не умирают. Это правда. То есть они не могут, никогда они не будут забыты. Понимаете, есть люди, которые всегда будут живы. Всегда будут о них говорить и отдавать определенную энергию этой душе. И у души такое энергетическое поле образуется. И уж тем более, если это душа известного человека, она всегда окружена огромным энергетическим полем, который заработал за жизнь и который еще после жизни ему помогает. Что такое памятники, что такое надгробие? Это все определенный способ набрать энергию. Сейчас объясню. Например, в древние времена, когда не было, скажем, могил, да, жгли людей, то ставили памятные такие доски, памятные, как, ну, как сейчас, не надгробие даже, а что-то памятное, да. Пошел нахер отсюда, Попов или как ты там. Для чего ставили эти надгробия или эти памятники? Для внимания, ну, не только мемориал. Мемориал будет слишком как-то сказано. Когда человек подходил и спрашивал или читал, когда письмена появились, кому принадлежит этот памятник, он поневоле отдавал часть какой-то энергии тому ушедшему человеку, его душе. Ну, например, стоит памятник Петру Великому, да, вы проходите каждый раз, видя его, вспоминая этого человека, кто он был и так далее, какую-то малую часть энергии вы отдаете его душе, его памяти. Дань памяти называется. Мы делаем некоторые вещи по неволе, не понимая, что это у нас пришло с архаических еще времен, когда у человечества были более другие ценности. Пойдемте далее. Что вы спрашивали, я уже забыла. Встречаемся ли мы с душами ушедших людей? Да, во снах встречаемся. Мы по этим пластам поднимаемся. Очень часто мы во сне видим очень много народу, очень много незнакомых лиц, людей, и мы порой не знаем, что это все ушедшие люди. Мы, когда спим, наша душа поднимается, тело остается, живет, но душа поднимается вверх. Душа поднимается вверх по этим пластам, и мы встречаем либо любимых людей, ушедших, либо незнакомых людей, да, незнакомые, которые умерли, ушли, но мы не знаем, что они ушедшие. Просто мы видим толпу людей. Есть еще такой вариант, что почему, например, влюбленные души, которые друг друга любят и постоянно вспоминают, постоянно в духовной такой связи между собой, во снах они часто друг друга видят, потому что их души там соединяются. У каждого из них душа выходит и соединяется. Отсюда и понятие, что душа свободна.
Многие люди, у которых депрессия, они хотят спать, они не хотят, они вялые, они все время хотят спать, они все время хотят отдохнуть. У них нет желания, скажем так, особо активно жить, потому что это что за вообще поведение быдло? Ну вот с ней, которая сейчас снимает. Если вы со мной свяжетесь, я вас нахер пошлю. Потому что если вы нормальный человек, вы бы спросили, скажите, пожалуйста, как зовут автора этого канала и так далее. Колхоз колхозный. И ты думаешь, что я тебя приму и с тобой буду разговаривать. Пошли далее. Когда-нибудь у вас было ощущение, что вы во сне резко вскакиваете? Такое ощущение, что вот вы куда-то провалились и упали. Такое чувство, что вы упали с высоты. И вы сразу резко вскакиваете с места. Я вам объясню, что это такое. Когда душа человека путешествует в астральных мирах, за ним могут увязаться определенные силы, определенные сущности, которые будут гнаться да, будут гнаться за этой душой. И единственный способ для этой души, да, часто бывает у некоторых людей, очень часто, единственный способ этой души спастись, это упасть в ваше тело. И душа падает в тело. И вам кажется, что вы упали откуда-то резко. Вы не помните, может кошмар приснится, может быть, вам как бы вы даже не запомните это все, но вы сразу проснетесь от того, что вы как бы упали. Потому что единственная защита души – это наше тело. Потусторонний мир, загробный мир, мир духов и так далее. Здравствуйте. Это все рядом с нами, дорогие друзья. Вот прям рядом. Стоит человеку чуть-чуть отойти от своего тела, там уснуть, например, да, или попасть в кому, или упасть в обморок. И он тут же, значит, я в последнее время нет, стараюсь ограничить, потому что это забирает много сил. И он тут же оказывается в потустороннем измерении. То есть он тут же оказывается в мире духов. Там особо-то потусторонний мир не в Китае, он прямо рядом, понимаете, вот здесь. Значит, дальше. Что происходит? Насчет загробного мира, насчет полета души и прочее. Насчет загробного мира, насчет полета души и прочее я уже много рассказывала, я еще потом расскажу. Пока что это достаточно. А кто сказал, что злым духом дана власть ловить нашу душу? Кто вам это сказал? В этом мире, во Вселенной все закономерно. Никто не дал права никаким духом ловить нашу душу или забирать без духом ловить нашу душу или забирать без ведома определенных сил, которые высшая иерархия, боги. Как дается душа человеку? Почему один человек, скажем, рождается с высоким полетом, интеллектом, с развитой душой? Другой человек рождается с менее развитой душой, сущность ниже, понимаете, уровнем. Ну вот смотрите, например, дети рождаются, в принципе, все одинаковые. Одинаковые детки плачут, писаются и так далее. И вы начинаете растить детей, воспитывать. Мы говорим, ребенок это чистый лист. Вот что хочешь, то и сделаешь. Отчасти согласна, но не во всем. Почему? Потому что не только чистый лист, где можно написать все, что вы хотите. Что там это? Ой, вот это религиозный фанатизм, вы с этими не спорьте. Это такой баранизм, что это бесполезно, что хоть башкой об стену ударь, бесполезно. Значит, дети рождаются одинаковые, казалось бы. Детей можно воспитать на свой лад, как тебе нравится, казалось бы. Но существует генетика.
Я потом об этом скажу, пока я сейчас закончу потом. Существует генетика, существует, точно, существует другое, уровень души. Дорогие друзья, что такое духовный уровень? Ну, например, есть ребенок способный, есть неспособный, есть талантливый ребенок, есть неталантливый ребенок. Изначально скажу, что душа приходит в этот мир один раз. Он приходит для того, чтобы здесь набраться опыта, силы, знания. И самое главное, чтобы, уходя отсюда, он там себе особое место взял. Та душа, которая не боится испытаний, приходит в этот мир. Все вы – это храбрые души, которые решились прийти в этот мир. Потому что из того рассказа, который им рассказывают те, которые уже родились и поднялись туда-обратно, да, умерли, многие души боятся прийти и родиться. Почему ребенок так тяжело рождается? Он не особо стремится в этот мир, он боится. Многие дети, приходя в этот мир, умирают сразу же. И врачи не могут понять, в чем дело, почему так произошло. Вроде здоровый ребенок родился. Что такое? Вот родился, вскрикнул, сердце остановилось. Душа, когда рождается, еще первые несколько секунд он понимает, куда он попал. Потом у него стирается эта память, и остается подсознательное. Врачи это называют дежавю, когда мы словно здесь уже были, это уже видели. На самом деле мы просто это все видели, когда мы были сущности. Мы были сущности, мы здесь бродили, мы это все видели. Кто сказал, что Далай-лама перерождался 40 раз? Ты лично сидел и видел, что он переродился. Я тоже тебе хочешь скажу, что курица, которую вчера мы жарили, переродилась 50 раз. И дальше что? Так вот, душа, которая приходит сюда, первые секунды жизни, он знает этот мир и понимает, куда попал. Тихо! Иди! Чего не можешь пройти? Сволота. И ему дает время. Дорогие люди, когда говорят, что вот смерть ребенка там и так далее, это вот... Это не всегда есть проклятие рода, проклятие матери и все такое. Что это такое? Человек приходит в этот мир, несколько секунд, он видит этот мир. Ему дают возможность решить, будешь здесь жить или уходишь. Быстро решайся. И если ребенок без причины, без какой-либо причины абсолютно, без какой-либо болезни умер, ушел, это значит, душа не захотела жить в этом мире. Понимаете? Не оплакивайте эту душу. Отпустите, он ушел. Так вот, дети, когда сразу рождаются и умирают, это значит, они решили, что они в этом мире не хотят жить. Им дают последние несколько секунд на раздумье. Это говорится о тех детях, которые были абсолютно здоровы, которые не были жертвами врачебной ошибки, абсолютно. Бывают моменты, когда ребенок просто ни с того ни с сего родился и умер. Бывали такие моменты. Душа пришла, не понравилась. Не захотела она здесь жить, хочет уйти. И забирают обратно. Но душа, которая не захотела жить и храбрости не хватило, эта душа там остается на определенном уровне. А та душа, которая пришла, прошла все эти испытания, эту боль жизни и так далее, она уходит туда, уходят сами, да. Они сами уходят, они не желают здесь оставаться. Смотря по какой причине. Еще раз говорю, если абсолютно... Ой, да пускай буряты эти сказки рассказывают кому-нибудь другому. Про своего Далай-ламу еще 40 раз проснулся. Так вот, значит, если душа ребенка, которая в утробе матери абсолютно здоров, и он ни с того ни с сего не рождается, это то же самое.
не желает душа оставаться в этом мире. А есть ребенок, который живучий, что бы ни случилось, как бы врачи ни каркали, ни пророчили, он рождается и живет. Если ты прожил свою жизнь достойно и ушел, тебе особое место полагается. Если ты в этом мире что-то сделал, мир тебя узнал, тебе вообще особое место полагается. Значит, и чем больше о тебе думают, вспоминают, тем больше энергии ты получаешь там. Начали дальше. Я не знаю, что вам бабушка сказала, потому что мы сейчас тему не про бабушку ведем однозначно. Теперь к главному вопросу, последний обсудим и на этом закончим. Как? Давайте это мы потом. Что значит решил Бог? Не надо сваливать на Бога все подряд. Как рождается душа одухотворенная? Как рождается душа талантливая? Почему кому-то дан талант, а кому-то вообще ничего не дан? Почему, например, ребенок богатеньких родителей, которые ничего не жалели для него, бывает отмороженным подонком, а ребенок из крестьянской семьи, например, становится Ломоносовым? Давайте мы с вами это обсудим. За какие заслуги, почему это происходит? Когда мужчина и женщина соединяются, у них энергия любви. Если это люди, которые по любви, по привязанности соединились, если у них здоровая половая жизнь, если у них не по пьянке перепихневка, извините за выражение, от них исходит очень сильная энергия. Конечно, сложно, я понимаю. От них уходит очень сильная энергия. Это не просто энергия, это энергетический луч, который поднимается вверх и хватает душу и спускает вниз. Понимаете? Женщине в утробу, когда женщина беременеет во время полового акта, если этот половой акт был между людьми, у которых пишите мне, я вам скажу, что делать. Если между людьми достойная связь, если люди определились, что хотят быть вместе, если у них в этот момент настоящая любовь, страсть и так далее, то это сильный, очень сильный луч поднимается вверх, энергия, как, знаете, как игла просто пробивает эту атмосферу и хватает из самых высоких вот этих материй, из высоких пластов душу и спускает вниз. И женщина беременеет. Так вот, каждый из вас может сделать вывод. Вас зачали в любви, в здоровом сексе, извините за выражение, или вы были как-то так как-нибудь. Так вот, рождается из высоких планок, высоких пластов, спускается талантливая, сильная душа, одухотворенная душа. Начинается дебилизм. Буду ли я с любимым? Опять идиотизм Барансков. Одухотворенная душа спускается, и начинается талант, сильный человек. Когда люди вместе сошлись, но по каким-то, знаете, особым, как вам сказать, по особым причинам, вот богатство, родители сосватали, удобно вместе, они спят вместе, но у них нет этой сильной страсти, бури эмоций, и у них не будет вот этого всплеска, очень сильного вот энергетического всплеска. Не зря говорят, да, дети, рожденные в любви, талантливы, дети, рожденные в любви, красивы. Слышали? Это ж не просто так сказано. Вы видели когда-нибудь, вот, например, муж, жена, очень красивые люди, очень приятные, а дети такие уродливые рождаются. Ну, не прям в буквальном смысле уродства, но они такие вот, знаете, ни рыба, ни мясо, как-то вот непонятно что-то, понимаете? Души умерших близких помогают, я об этом говорила. Мы в второй части это продолжим, потому что здесь все это не скажешь. Они рождаются такие какие-то вот, ну, вообще непонятно кто,
Почему? Потому что они зачаты были не в любви. Даже если эти люди были здоровые, в любом случае эта душа, вот этот всплеск энергии был очень слабый. Очень слабый. И он спустил душу с малых мест. И даже если бывают очень красивые люди, красивый мужчина, такой весь из себя, такой интересный, такой талантливый, но внутри гниль, обманщик и так далее, возможности задать у меня есть WhatsApp, напишите туда. Да, рождается душа низменная, которая способна предавать, который, скорее всего, будет преступник, понимаете, и так далее. Что? Да, биологически объясняется, точно. Что происходит после смерти с любимыми людьми? Они уходят туда. Я хочу вам сказать, что там есть не просто наши семьи, там есть наши нации, наши страны. Однажды один армянский священник сказал, Армения, которая там, духовная Армения, намного больше, чем наша физическая Армения. Я тогда подумала, что он там говорит, о чем. Потом, через много лет, я пришла к тому, что он говорит правду. Чем больше страна, народ отдал жертв невинных, чем больше заслуг у этого народа перед миром, тем больше защиты от предков, от тех, которые ушли, да, он получает вот эту вот защиту, помощь, покровительство. То есть хочу вам сказать, что там мы уходим к своей нации, к своим близким, к своим друзьям. Ну, кто-то был, значит, кто-то помогал. Очень, может быть, бабушка или предок какой-нибудь. Мы своими поступками даем энергию своим предкам, а потом, уходя, наши дети дают энергию нам, дорогие друзья. Что значит, как девушки беременеют от насильников? У тебя есть проблемы, ты хочешь забеременеть от насильников? Узнай у них, спроси. Так и беременеют. Что значит? А как это беременеть? Очень просто и легко. Я же не про беременность сейчас рассказываю. Перед вами Харон. Напоследок. Харон – паромщик, который перевозил души умерших через реку Стикс. Река смерти, которая протекала в царстве Аида, в царстве мертвых. В царстве мертвых протекало две реки. Они как бы обнимались между собой, в одной точке соединялись. Это Стикс и Лето. Лето – это река забвения. Те, которые в своей жизни сделали очень много плохого, их души кидались в реку забвения и там оставались. Кануло в Лету. Слышали это? Лето – это вечное забвение. Но река Стикс, она была рекой смерти и спасения. И на берегу все ждали своей очереди покорно. Перед тем, как уходили, людям, мертвым людям ложили на глаза пятаки. Почему? Или 2 монеты. Это плата. Плата паромщику за то, чтобы он перевел. Так вот, если некому было ложить пятаки на глаза умершего, считалось, что он неприкаянный, что он в этом мире никому не нужен. И поэтому его душа будет сидеть и веками ждать на берегу реки Стикс. И говорили, живи так, чтобы на твои глаза пятаки положили, оплата паромщику. Иначе ты будешь неприкаянный. Это говорит о том, что человек должен так прожить свою жизнь, чтобы кто-нибудь в конце жизни положил ему на глаза пятаки, как плату паромщику за перевозку его через реку Стикс. Хочу вам сказать, дорогие друзья, что люди, которых мы помним, люди, которые нам близки по крови, родные, эти люди нам помогают. Эти души всеми методами, способами нас предупреждают во сне, нам помогают. Даже иногда бывает, что запугивают, потому что одна женщина рассказала, что ночью проснулась от того, как мать скрикнула жутко ей в ухо. Она встала и выскочила на улицу. И вот в Армении
еще перед этим землетрясением, было же несколько землетрясений, скрывали. И не обязательно родственники. И больше вот эти вот вопросительные знаки не ставьте, меня это раздражает. Это такой намек, мол, быстро давай отвечай. Следующий момент жизни и смерти. Тени, которые ушли. Спасибо. Души, которые ушли по ту сторону. Они больше не вернутся. Они уходят на покой. И река смерти или мир мертвых, он, может, и звучит страшно, но греки говорили: «Аид, гостеприимный Бог, он никому не отказывает, он всех принимает». Что я хотела сказать, вам забыла. Да. Был еще другой момент, когда во времена... Пожалуйста, вы можете другие ролики посмотреть: «Потусторонний мир», «Мир духов». Везде набирайте просто «Ведьмина изба» и смотрите все мои старые, новые ролики. В одном ролике это не расскажешь. Когда должны были... Помните Хатынь, трагедия селения Хатынь в Беларуси? Когда сожгли немцы селение Хатынь с помощью полицаев. Ночью проснулась женщина, и от того, что мать присела возле ее кровати и посмотрела ей в глаза и сказала: «Немедленно забирай детей и уходите отсюда». И она вот очень устойчиво говорила: «Немедленно забирай детей и уходите отсюда». Она проснулась, послушалась, взяла детей и ушла. На утро пришли немцы и все село сожгли. То есть наши предки нас предупреждают. Да. Итак, дорогие друзья, остальные вопросы касаемо мира духов и так далее мы уже обсуждали, но вот именно тонкости такие потустороннего мира мы затрагивали с вами еще мало, поэтому я решила вот этот аспект тоже не оставить без внимания. Я надеюсь, что вы получили определенные ответы на свои вопросы, потому что все узнать мы не сможем, мы все узнаем только там. Только там. Абсолютно переживать нечего смерти, вообще нечего. Смерть – это избавление, это радость, это спокойствие. Нас, если бы так и не положено, нет, понимаете, это образно сказано. Тут даже не в пятаках дело. Это сказано образно, что человек должен так прожить, чтобы его кто-нибудь похоронил, по ним плакали, чтобы о нем помнили, чтобы соблюдали все эти традиции, обычаи, связанные с загробным миром. Это сказано образно. Это не именно пятаков касаемо. Касаемо того, что только те достойны покоя, которые при жизни были достойные люди, их похоронили как положено. И вот теперь Харон перевозит их. Понимаете, о чем? Ничего страшного, вы в записи послушайте. Всем удачи и всех благ. Нет, ничего плохого здесь нет. Это значит, что ты помудрел, что ты зрелый не по годам, что ты больше узнал в жизни, чем твои, скажем, люди твоего возраста, да, твое поколение. Всем удачи!